User HZ. Слава, какие вы используете зеленые? У меня получается отвратительный зеленый. Мешаю подолгу, счищаю, переписываю. С чем мешать? Но обычно не так много у меня красок зеленых. ФЦ, окись хрома, майская для каких-то таких странных дел, волканскаид. Ну, этого достаточно. Можете еще что-нибудь добавить. Многие художники вообще не используют зеленый, потому что ультрамарин плюс, например, желтое, разные желтые дают тебе зеленый, черное плюс кадмий, например, желтый средний. Посмотрите, какие интересные сочетания бывают. Но вот ФЦ или изумрудная очень важна, когда ты пишешь закат. Там бывают такие переходы в небе зеленоватые, что не сделаешь никак ее. Ну, может быть, разве что синюю ФЦ, например, и лимонную смешать, но будет, наверное, не очень то. То есть деликатно можно использовать ФЦ, очень деликатно в каких-то особых случаях. Но с ней нужно, естественно, очень-очень осторожно. То есть главное, что мы должны замечать в природе, цвет разделять, как бы видимый мир на составляющие. Пытаться то, что мы видим, замешивать, делать замесы. Причем важно не просто смотреть на отдельный цвет, а смотреть сразу на 2-3, по крайней мере, чтобы их запомнить и относительно другого выстраивать замес. Может быть, одного и другого, даже двух относительно выстраивать третий замес. Вот тогда будет... Вы за что-то цепляетесь, и зацепившись за один цвет, подмешивать, делайте замес другого, сохраняя его в памяти. Хорошо, если и его, и еще соседний какой-то. Тогда вот трехкомфорочная живопись получается. User MT. Скажите, для чего в живописи нужны белила? Мне кажется, от них цвет становится блеклым. Теряется звонкость и яркость. То есть без белил, да, предлагаете писать? Вы всегда их используете или только для света? Спасибо. Всегда практически. Но только в тенях не очень использую. Хотя могут быть и тени прозрачные. Поэтому не надо страшиться белил. Вот это вот понятие, чему нас учили в художественных вузах, у тебя там все разбеленное, это не значит, что ты не пользуешься белилами. Скажите, например, тонкий какой-то вот цвет. Как вы без белил-то получите? Только жиденько, если, да, какую-то краску замесите, на белом холсте прописать. А если уточнить, например, а если серый у тебя какой-то кусок, уже прописанный, тебе нужно это выстроить, вот этот цвет, ты уже без белил не обойдешься. Разбеленность – это когда, как бы делается замес, и неточное попадание в тон и цвет происходит. И там какие-то прожилки еще белильные остаются. То есть самого цвета нет. А есть какая-то вот каша какая-то грязная. Тонкие, например. Есть картины, которые написано светло. Вот все светло. То есть диапазон развернут не от белого к черному, а от белого к светло-серому. И вот в этом узком диапазоне выложена мозаика тоновых отношений. И что, как тут без белил? Без белил никак не удастся. Как бы акварельный подход такой, от светлого к темному. Ты набираешь, конечно, там можно без белил. Но все равно ты ищешь цвет. Ты же не оставляешь белую бумагу, оставляешь как связующую, которая объединяет все. Может, где-то не прописано. Но в любом случае есть в акварели все равно какой-то замес, если ты что-то размешиваешь, любую краску, это уже цвет, то есть отличающийся от белого. В масле и в укрывистых техниках, типа там темпера, гуаши, без белил никак не обойтись. Нужно просто цепляться один за другой, то, что я говорю, в тональном отношении. То нам нужно видеть. Прищуривайтесь сильно и разделяйте все пятна. Их немного нужно разделять. Там 5, 6, 7, 8. Все разбить. Что бы вы ни смотрели, на что бы вы ни смотрели, любой мотив разделяйте на каких-то там условно 6-10 частей. И прокладывайте большими массами. А дальше уже смотрите, где там акцентировать и нужно ли это. Может быть, уже работает все.
User SO. Расскажите, пожалуйста, что такое формальная живопись? Это беспредметная живопись? Ну почему же? Наоборот, очень даже предметная. Формальная от слова форма. И как к ней перейти, если я учусь академической живописи? Учитесь, конечно, и хорошо. Не могу понять, как нарисовать предмет, не изображая его. Очень хочется научиться. Формальная живопись – это такой вот фундамент авангарда, когда вы очарованы формой и пытаетесь найти решение ее передачи, кривенькое, где-то контур, где-то немножечко искаженно, но вы находите свое решение этой формы. Сам факт наслаждения формой, любой причем, даже человеческой, приходит к тому, что вы трансформируете ее, пропуская через свое видение, через ощущение. Это очень близко к такому экспрессионизму, импрессионизму, когда вы из себя вытаскиваете решение, исходя из ощущений, которые вы сейчас вот испытываете, глядя на, ну, я не знаю, любое, например, яблоко возьмите, кто-то угловатый его делает, вот как бы рубленное, да, кто-то контуром подчеркивает, кто-то вытянутое, ищет, не обязательно тонально его решать, там свет есть, блик теневой, наоборот, целостно. Вы настроены на то, чтобы очарование формой привело вас к ее новому решению, которого, может быть, еще и никогда не было. То есть формальная живопись – это отсутствие какой-либо идеи, это наслаждение формой. И через форму, которую вы пишете, рисуете, может быть, графически, вы передаете, ну вот опять, свое ощущение. Это мир ощущений через форму. Я так понимаю. Напишите то, что вы думаете о формальной живописи, и давайте поможем юзеру SO1. Может быть, это как-то натолкнет на новые какие-то вот империи. В новые империи человек войдет, в новые миры. Нелли 75. Люди очень любят наблюдать, стоя за спиной, когда художник работает, как это все получается. Люди принимают нас, художников, как чудо, и стоят и ждут. А еще я заметил, что каждый в этот момент знает лучше, как нужно писать, и пытается помочь искренне художнику справиться с этим и рассказать, что как нужно, не так нужно. Один человек долго наблюдал за работой художника, это художник рассказывал, это, может быть, вы слышали уже эту историю, долго наблюдал, а художник пишет и думает, ну, наверное, раз долго не уходит, спец, наверное, понимает вообще, в чем дело. И там где-то через час этот смотрящий говорит, что ничего у тебя не выйдет. А там был серебряной, значит, краской написан забор, что ли, какой-то там, я не знаю, что он там писал, художник. Серебряной краской. Или какой-то памятник, что с серебрянкой. И он говорит, у тебя ничего не выйдет? Смотрящий говорит. А художник говорит, почему не выйдет? У тебя, говорит, серебряной краски нет. А вот ведь что странно, мы же, например, не говорим, какой зуб, мы же не советуем зубному врачу, какой зуб нужно вырывать или сверлить. Я говорю, давай вот этот нужно. Мы как бы лучше знаем, да? Вспоминается анекдот, как доктор на обходе, значит, ну, комиссия к больному подходит и так открывает, значит, талмуд. Так, ампутация левой ноги. Тюк. Я сказал, ноги. Тюк. Я сказал, левой. Ну вот. То есть мы же не советуем доктору, какую тюкнуть. Он же лучше знает, у него все расписано, все ходы записаны в истории болезни. Ну, да ладно. В общем, люди любят не только смотреть за спиной, но и еще учить, как нужно правильно писать. Это, в общем, хорошее дело. Ведь, смотрите, посланник может быть, ну, в любом обличии. И может к нам идут все время подсказки. Нужно к этому, мне кажется, так относиться, что каждый человек может тебе подсказать, где у тебя неправильно. А ты можешь отойти, посмотреть с вниманием на работу и исправить. Так ликвидируются все ошибки. Все помогают нам сделать живопись более совершеннее. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы.
заходите в мою онлайн-школу живописи. Глядишь, что-нибудь подвернется для вас именно важное. Не упускайте эту возможность. Два года назад я проводил мастер-класс в Абрау-Дюрсо. Предлагаю посмотреть репортаж об этом мастер-классе. Прямая ссылка будет в конце видео.